Два грузовых суда столкнулись во вторник, 24 октября, в Северном море у берегов Германии, и одно из них затонуло, сообщили власти Германии. Суда Полесье и Верити столкнулись около 3 часов утра по всемирному времени, примерно в 22 километрах к юго-западу от острова Гельголанд, сообщило Центральное командование по чрезвычайным ситуациям в море Германии. Место столкновения находилось примерно в 31 километре к северо-востоку от острова Лангеок, который находится недалеко от материковой части Германии. Судно «Верити», ходившее под британским флагом и находившееся на борту из 7 человек, следовало из Бремена в английский порт Иммингем, затонуло вскоре после столкновения. Сигнал с корабля пропал примерно в 5 часов 20 минут утра, что позволяет предположить, что он уже затонул, и были обнаружены обломки. Двое моряков были спасены и доставлены в больницу, где их жизнь не была опасна. Тело одного мужчины обнаружено, еще 4 пропали. Температура воды в момент столкновения составляла около 12 градусов, в ней люди могут жить около 20 часов, сообщил Михаэль Ипих из немецкой морской поисково-спасательной службы. Несколько спасательных кораблей и самолетов, участвовавших в поисках, к вечеру так и не обнаружили пропавших членов экипажа. Спасатели рассмотрели возможность того, что они все еще находятся внутри судна «Верити», и отправили водолазов к месту крушения на глубину около 30 метров, чтобы проверить, есть ли какие-либо признаки жизни. Но дайверам ничего не удалось найти, а усиление течения означало, что они не могли сразу же попытаться повторить попытку. Видимость в этом месте была низкой, и любые погружения можно было совершать только в течение короткого промежутка времени между приливами. Судно «Верити» имело длину 91 метр и ширину 14 метров. По словам Рейнера, оно перевозило рулоны стали. Другое, более крупное судно, Полесье под флагом Багамских островов, осталось на плаву, и на его борту находились 22 человека. Никто из них не пострадал. Судно направлялось из Гамбурга в Ла-Корунью, Испанию. Полесье имеет длину 190 метров и ширину 29 метров. О причине столкновения пока не сообщалось. Власти также сообщили о очень сильном ветре в этой зоне и волнах высотой до 3 метров. В поисках принимали участие морские спасательные крейсеры, аварийный буксир, пилотный тендер, катер водной полиции и поисково-спасательный вертолет ВМС Германии. В число судов, поддерживающих спасательную операцию, входил круизный лайнер «Айона», следовавший из Гамбурга в Роттердам, на борту которого находились врачи.